Я доктор Берг. Сегодня мы поговорим о типах телосложения. Я расскажу, чем одно отличается от другого, каковы истинные причины их формирования, и дам небольшие советы по каждому из них. Начнем с первого — телосложения надпочечного типа. Как видите, его характерный признак — отвисший живот. При данном типе жир на животе скапливается из-за гормона под названием кортизол. Уровень кортизола не обязательно связан с питанием, он связан со стрессом. Поэтому порой диеты не дают никаких результатов, пока вы не разберетесь со стрессовой составляющей. Есть методики освобождения тела от стресса, я просто хочу сделать на этом акцент. При надпочечном типе люди плохо спят, им часто тяжело справляться со стрессовыми ситуациями, они неуравновешены, у них бывают проблемы с памятью. Их тянет на соленое и шоколад. Список симптомов очень длинный, но основным признаком является отвисший живот. И если можно что-то порекомендовать, то самым главным советом будет свести к минимуму стресс и наладить сон. В плане питания людям с этим типом телосложения не рекомендуется низкобелковая диета, так как организм расщепляет больше белка. Вместо этого им лучше есть больше белков с каждым приемом пищи, а также есть овощи, чтобы получить необходимую дозу калия. Ведь стресс приводит к истощению запасов калия в организме, а калий просто необходим. Нам без него никак. Он нужен для подпитки надпочечников. Это был надпочечный тип. Идем дальше. Второй тип телосложения — щитовидный. Сразу видно, что жировые отложения распределены по всему телу. Не в какой-то конкретной части, а везде. Вот что важно помнить. Если у вас проблемы с щитовидкой, и врач выписывает вам соответствующие гормоны щитовидной железы, но зачастую вы не видите перемен и вес не уходит, значит, это вторичная проблема, никак не первичная, потому что, опять же, если вам поставили диагноз и назначили лечение, то проблема должна исчезнуть. Если это вторичная проблема и вам не лучше, то что может быть первичной проблемой? Первичными причинами проблем с щитовидкой могут быть избыток эстрогена, обильные месячные, в том числе из-за плохой экологии, а также нарушение отвода желчи из желчного пузыря. Так что если у вас больная печень и нехватка желчи, желчь — это пищеварительный сок, выделяемый печенью, то организм не может перерабатывать гормон Т4 в Т3, то есть у вас не происходит преобразование одного гормона в другой. Иными словами, на 80% функция щитовидной железы зависит от переработки гормона Т4 в гормон Т3 через печень и желчный пузырь. При наличии проблемы гормоны не преобразуются. И если не решить эту проблему, то и не наладить работу щитовидки. Итак, первое — избыток эстрогена. Второе — проблема с преобразованием гормонов, связанная с печенью и желчным пузырем. И третье — стресс. Главная проблема первого надпочечного типа, которая может усугубиться настолько, что разовьются аутоиммунные заболевания, тиреоидит Хашимото или Базедова болезнь. Опять же, обо всем этом нужно расспросить своего врача, потому что обычно врачи ограничиваются диагнозом проблемы с гормонами. Так что проблемы с надпочечниками могут привести к нарушению функции щитовидки, потому что почти всегда проблемы с надпочечниками приводят к аутоиммунным нарушениям, и поэтому все их лечат одинаково. Используют гормоны надпочечников, кортизол и преднизон, как сильные противовоспалительные. Они также напрямую взаимодействуют с вашей иммунной системой. В общем, я просто перечисляю возможные причины проблем со щитовидкой. Это может и быть первичной проблемой, но обычно это следствие, а не причина, и нужно смотреть глубже. Проблемы со щитовидкой не возникают на пустом месте, у них всегда есть причина. Далее. Что порекомендовать в плане еды? При щитовидном типе главное понять причину. Если проблема с желчным пузырем, то выбирать продукты, поддерживающие печень. Если дело в эстрогене, то нужны продукты, выравнивающие его уровень. Так что все зависит от причин. Далее, третий тип телосложения — печёночный. Он чаще встречается у мужчин и характерен выпирающим, очень большим животом, но и у женщин он тоже бывает. При таком телосложении не рекомендуется употреблять алкоголь перед сном, ведь алкоголь разрушает клетки печени. Им также стоит избегать высокобелковой пищи. Им лучше всего есть растительную пищу.
но включить небольшое количество белка и обязательно увеличивать потребление овощей, так как они помогают печени. Но опять же, нам нужно выяснить причину этого состояния. И вместо того, чтобы лечить печень, лучше обратить внимание на питание, улучшить рацион и помочь печени таким образом. Следующий, 4-й тип телосложения — яичниковый. Для такого типа телосложения характерны отложения жира на бедрах и немного выпеченная нижняя часть живота. Почти всегда тому виной высокий уровень эстрогена. И в этих случаях нужно постараться его выравнивать. Как? Крестоцветные овощи — ключевой продукт для приведения эстрогена в норму. Людям с этим типом телосложения также стоит избегать продуктов, содержащих гормоны, и выбирать еду без них. Особенно молочные и мясные продукты. Вот основные советы по питанию для этих типов телосложения. Надеюсь, отличия между ними вам понятны. У меня есть много роликов конкретно по каждому типу телосложения, но я решил сделать презентацию по ним всем. До встречи!